Здрасте. Давай мы с тобой вспомним, когда ты последний раз в видосах был. Ой, это тебе виднее, я не помню точно. А знаешь, когда? Когда? Да, не знаю. Это было, ну, в каком-нибудь 93-м. Ну, если у тебя... Мне Дэн тоже говорит, что я жил еще во времена динозавров. Мне кажется, это неправда, и дрифта тогда не было. Когда? Я не помню, когда я последний раз ездил. Ну, наверное, на какой-то синей машине на тройке. Ну, это года 4 назад точно, потому что 3 года я уже никуда не езжу, только вот тут скреплю. Это Александр, самый древний дрифтер. Динозавр дрифта. Короче, он начинал на красной бэхе, у него была тюнингованная оптика. И он ментов, короче, пугал. Там все было тюнингованные, бамперы, оптики, все. да. Да, вот этот руль квадратный. У тебя же квадратный. Да, он есть, я его перешил, он красивый, теперь классно. Как, короче, во втором «Форсаже» видели, да? Вот этого. А в этом году Саня у нас вернулся. Руль у него круглый. Руль круглый, и оптика у него стоковая. Сегодня у нас снег, и уже как бы все, движуха началась. Снег купили, резину купили. Саня, что за резина у тебя и почему ты так медленно едешь? Оно, у меня не резина, у меня камера. А. Я на камерах езжу. Пойдем, ты расскажешь нам про машину? Вот она. Вот моя тачка. Это какой Skyline? Это не Skyline. И здесь не JZ. Так. Не JZ, там нет JZ. У тебя не второй JZ, а первый? Нет, не второй, не первый. Короче, приехали когда в Новосибирск. В первый день все точно думали, что JZ, потому что я капот не открывал. На второй день я там перед техкомом готовился, начал капот открывать. Но многие, кто не видели, все-таки были уверены до конца, что это все-таки был JZ. А это не JZ. И там не JZ и не Вэмс, обычный ММ-50 на январе и с турбиной. И все работает. Ну да, вообще изначально, когда я купил себе BMW мне нравилась только одна, это вот E36 в кузове купе. Это, ну и на сегодняшний день мне машина, этот кузов именно нравится. Вот этот кузов пятерки мне, честно, не нравится, поэтому мне ее не жалко, я готов ее во что-нибудь в блоке отправить, еще куда-нибудь или в соперника, ее не жалко. Это вот этот вот автомобиль. Это 525 в кузове E34, 91 год выпуска. Чем Павел занят? Павел отмывает запчасти от BMW. Как деньги отмывает. Да, почти так же. Павел вступил в ту же самую секту. Да. Я, видимо, заразный, и все, кто со мной общаются, они рано или поздно все равно покупают BMW. Кто не понял, Павел это тот человек, который на Скайлайне на белом ездил в прошлом году во влогах. Мега повороты и так далее. У меня есть фотографии, когда я ее купил. Это просто вот на телеге какой-то
Кузов вот такой вот красный, просто кусок. На нем не было ни колес, ни мотора, ни салона, ничего. Просто было железо. Я ее забрал. Естественно, там были проблемы по кузову. Это где-то гнилое, где-то помятое, где-то чего-то, просто каких-то кузовных элементов не было, которые нужно было просто восстанавливать. Я их купил, восстановил, пришлось освоить эти сварочные работы. Задняя балка там стоит от семерки 32, потому что у нее крепление задних рычагов шире и колея получается шире. Толстые ступицы на больших подшипниках под толстые привода, потому что мы планировали много мощности оттуда снимать, и поэтому все такое там пожирнее. Это все подходит к этому кузову, просто болт-он взял, прикрутил. Вот, да, вот такой вот корчик. Ну, короче, вот это, как ты говоришь, это не единственная моя машина. У меня есть еще, сейчас главное их не забыть. Значит, это машина для того, чтобы заниматься, ну, так скажем, спортивный вариант. Есть еще машина, такая же, в таком же кузове, тоже пятерка, с хорошим мотором. Она для чего она? Она для того, чтобы ездить, ну просто ездить. Так, есть еще та самая тройка купе, которая, ну, да, она есть. Ну да, эту машину многие знают, мне всегда охота на ней поездить, но почему-то так все время складывается, что я не могу на ней поездить по разным причинам. Был один момент, что очень хотелось мне ездить именно на М-ке, именно на купе. И вот я поехал в Москву, купил еще одну М-ку. Теперь не понимаю на сегодняшний день, зачем я это сделал, почему ее купил, потратил столько денег, которая теперь стоит на заднем дворе, просто стоит. Да, это получилась четвертая машина. Ну, еще там же на заднем дворе есть кузов. Кузов от такой же пятерки. Ну, я думаю, это не буду это считать машиной, это запчасть. Дрифт штука такая, может что-то случиться сегодня, а может завтра, и нам понадобятся крылья, двери, крыша и еще что-нибудь. Там это все есть, поэтому не жалко. Вот. И опять в очередной раз так получилось, сложились обстоятельства. Появилась еще одна купе, но это уже сознательное купе, тоже 36-я. Тоже гнила, которую пришлось всю переварить, поставить на учет, все там сделать. И, ну, эта машина, уже вот ее я планирую на ней поехать на уже официальные соревнования. Там, да, ну теперь самое интересное. Вот мотор, да, многие обратят внимание, что капот открывается в другую сторону. Вообще в этих машинах капот открывается как у шестерки, сюда. Когда нужно снять телевизор или снять двигатель, этот надо капот опять снимать, это все разбирать. Ну и там крепление такое емкое. Его выкинул и просто взял мотор, разобрал, поменял вкладыши, сальники, кольца. Ничего такого там не делал. Там все стоит BMW-шный, коленвал, шатуны, вкладыши. Что еще сделали? Ну, головый блок. Привалочные плоскости шлифанули. Ну да, да. Стоковый этот мотор выдает где-то 190 лошадиных сил, но недостаточно. Я решил, что надо побольше. Охота не просто скрипеть, а нажимать, и чтобы резина просто горела, чтобы с нее дым летел. И вот эта турбина лежала у пацанов. Я приехал ее, посмотрел, в руках покрутил и забрал. Сам сварил коллектор на одном гейте, даунпайпы. Все прикрутил, и вроде бы все работает. Мозги. Управляется все это дело. Самое интересное. Здесь находится блок управления двигателем. Да, ну, вот, да, если на первый взгляд посмотреть, ну, какие-то вроде бы мозги. Но тут не Вэмс и не Haltech, а вот. Это самый обычный январь.
умею, блядь, парно ездить. Сейчас слушай, прям комментатор огонь нам. Интересный момент. Что же сильнее? Рядная шестерка от Toyota, японская, или рядная шестерка от немцев? На старт, поехали! И смотрите, что делает, BMW уезжает, елки-палки! Надо что-то делать, догонять надо, догонять! Что-то не хватает его машине. Рядная немецкая шестерка. Я думаю, что все-таки громковато сказано, что прям объехал JZ. Я думаю, виноват там сам Роман. Но вообще очень доволен был поездкой, потому что спасибо машине. Не сломалась, не нагрелась у нее, ничего не отвалилось. Она же была сначала на компрессоре, я ее собирал, и идея была такая. Но я все лето потратил на то, чтобы выяснить, что на компрессоре, оказывается, был сломан подшипник, возможно, даже с самого начала. И мне нужно поменять подшипник, а его здесь не купишь, только заказывать с Америки. Тогда я просто все бросил, снял его, взял, вот прикрутил вот этот холсет. Холсет. А это как? Это что? Это семиреченский. Между прочим, такая вот хреновина, точно такая же, стояла на D1 у кого-то на машине, только она была красного, по-моему, цвета, а суть та же самая. Приятное ощущение, когда вот все твои какие-то идеи, мысли, которые ты вот применил, оно все сработало. Сработало именно так, как ты планировал. Блин, если честно, это так затягивает, ты прям начинаешь, у тебя сразу еще куча идей, которые тебе теперь кажется, что они тоже все будут работать. Единственная проблема, в чем я переживал на соревнованиях, что опыта ездить на турбовой машине реально было очень мало. У меня есть одна запчасть от Чайзера, есть одна. Это бак, топливный бак от Чайзера. Бак, который от BMW, он находится под задней частью багажника, в самом низу. И если ты, например, полетел через бордюры, первым, чем ты ударишься, это баком. Естественно, если он отлетит, то у вас будут проблемы. Ну и плюс вес сзади лишний за осью колеса, это очень плохо. А JZ-овский бак, ну он туда встал нормально. Вон он там живет, бак там просто. Итак, значит, на сегодняшний день получилась вот такая вот машина. Мне очень нравится на ней ездить. Эта машина сейчас для тренировок, а на официальные большие соревнования, серьезные, мы готовим другой проект, к которому применим весь полученный опыт. Все то, что было использовано, куплено и собрано, скоплено за многие годы, внедрим это все именно в ту машину, которая мне и нравится, и на которой хочется ездить. И я думаю, что в одну серию это не влезет. Работы много.